Это где-то 60-е, 70-е годы, когда вот всплыв, или как правильно, подъем, наверное, был вокально-инструментальных ансамблей. И в наше время, кто не играл на гитаре, это просто был позор, наверное, что-то такое. То есть, понимаешь, естественно, эта волна просто захлестнула и меня. Мне очень нравилась сцена. Я там чувствовала себя как будто вот, как дома. Я как будто там родилась на сцене. То есть я чувствовала себя совершенно свободно. Я очень любила зал, очень любила зрителей. И мне это доставляло большое удовольствие. Ну, что первое приходит в голову, так это я просто помню года 2-3, там я у рояля, пою про зайчиков, как они там прыгают на лужайке, подбирая какие-то песенки, там поем на молдавском «Кредо ми аморе», «Ромашки спрятались» под аккомпанемент родителей. Ну вот с этого началось. Когда я уже с 4-5 лет ездила с родителями на гастроли и много чего уже повидала этой жизни гастрольной, то, наверное, я просто другого не представляла. У нас были хорошие гастроли, хорошие зарплаты. Мы ездили, в основном, потому что железный занавес тогда существовал, мы ездили по Советскому Союзу, конечно, но, что называется, вдоль и поперек. Когда мы приезжали в любой город и выходили там пройтись по городу или в магазин, и вместе с сестрами Ротару, всех Гурио, это сестры Ротару. То есть какой-то престиж был. Или когда мы, например, приехали в Москву, выступали в Кремлевском дворце съездов со всеми знаменитостями, в то время всевозможными, какие только могут быть, или там во Дворце Олимпийском, самые большие площадки концертные такие, то, конечно, так немножко гордыня такая была. Но вот наступал какой-то период, когда все это просто надоедало, все это становилось как бы поперек горла и поиск чего-то нового. То есть я искал что-то лучше, как говорили там рыба, глубже человек, лучше, и вот вроде лучше, а получалось, наверное, глубже и глубже. Если брать жизнь такой, как она была у меня, и в бытовом отношении, и в профессиональном отношении, то вроде бы здесь было все нормально. Но вот в душевном отношении тут, конечно, была проблема в том плане, что казалось бы, что почему у меня нет полного удовлетворения жизнью, если у меня любимая работа, за которую платят хорошие деньги, если у меня в быту все нормально, все есть, что нужно, а внутри вот пустота. У меня всегда стоял такой вопрос, еще с самого детства. Для чего я живу и что будет после смерти? То есть эти два вопроса, они меня не покидали с самого раннего детства. И я не верила, когда мне говорили, что человек умирает, с этим все заканчивается, я никогда не верила, еще маленькой. Я всегда думала, что там что-то есть. И я думала, зачем человек живет? И этот вопрос, он меня привел к тому, что пришло время вот этой такой свободы, когда в нашу страну хлынули вот эти занятия астрологии, гороскопы. И я поняла, что есть духовный мир, потому что я начала читать очень много этой литературы, астрологической и оккультической. Вот. И я поняла, что существует духовный мир, и это меня очень сильно увлекло. Я выписывала журналы специальные, литературу. Ну, после того, когда я поняла, что в той литературе, которую я читала, не было истины, я ее отложила в сторону, о которой я говорила. Вот. И у меня вот тогда опять началась духовная пустыня, и, Бог милостив, он мне послал через Юрину сестру книжечку, такую брошюрку, о которой было рассказано Евангелие, которая говорила, что Иисус Христос за меня заплатил за грех за мой заплатил Иисус, и теперь я могу быть свободна, если я уверую в Него. То есть просто было очень доступно написано, такая брошюрка. Я прочитала, это произвело такой эффект, вот как я шла по пустыне, вот по Сахаре шла всю жизнь и очень хотела пить. И вот дали мне вот напиться живой воды. Вот это было такое ощущение. То есть настолько это было резко и понятно, что вот это то, что я искала всю жизнь, что вот это истина, то есть так открылась мне в один момент. Она пришла в баптистскую церковь и там приняла покаяние. Она первая из нашей семьи. Они в церковь не ходили, но я приходила из церкви, я им рассказывала, что было на проповеди, я молилась вместе с ними.
Я читала Писание, им все время рассказывала. То есть я была как домашний маленький проповедник. И они это все принимали, говорили да, и вместе со мной молились. Я всегда ей верила, всегда ей доверяла. То есть если мама говорит, это хорошо, значит, я в это верю очень верно. И поэтому я пошла, мне это понравилось. Может быть, сначала это даже как-то было поверхностно. Я даже не знаю, вот просто в течение всей остальной жизни постепенно я уже, наверное, стала понимать, что такое вера, что для меня, кем для меня является Бог. Покаялся я очень своеобразно, понимаешь? Вот сейчас я, может быть, это будет лезть к телевидению. Я покаялся перед телевизором. Вот. Я смотрел какую-то христианскую программу, и вот Господь коснулся меня. И я начал молиться вместе с диктором телевидения, с проповедником. Вот. И я потом еще молился очень много и много. То есть, опять-таки, у меня не было такого вот разворота на 180 градусов, как у людей бывает, понимаешь? Вот не знаю, почему-то Бог как-то постепенно меня привлекал к себе, вот постепенно это происходило. И я думал, а хватает ли вот этого покаяния? Вот я сегодня покаялся, признал себя греховным, покаялся в своих грехах. И вот достаточно ли этого? И вот потом, когда я начал уже изучать Библию, когда я начал читать, оказывается, достаточно. Оказывается, достаточно. И, как говорится, Бог дал мне мир и покой, что я спасен, я знаю. Это точно. Совсем другое состояние, ощущение, потому что мы говорим истину. И там мы лицедеи были, знаешь. Там мы пели то, что нам скажут, или то, что там такое вот пустое. А тут мы говорим истину. А истина, она светит, понимаешь. Она дает такой импульс, она дает жизненную силу, энергию, ну не знаю, как это объяснить, радость такую дает, понимаешь. Когда ты знаешь, что ты несешь людям истину, говоришь о Христе. До тебе, наче фінія, і серце лине беззупинно в чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти прости, ти їх спаси. І милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав в своєму слові живому. Ти для життя ведіння дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них вмирав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси. І милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму
всі мир, ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя.